В новостном выпуске мы расскажем о движении по проектам в Индонезии и перспективной разработке для соединения острова Сахалин с материком. Посетим экотехнопарк в Мариной Горке, где побывали ведущие ученые из стран СНГ, и после длительного перерыва состоится Экофест. Это главные события UST Inc. И теперь обо всем подробнее. В Джакарте идет проработка проектов с применением технологии струнного транспорта. Страна рассматривается как перспективный рынок благодаря высокой потребности в развитии транспортной инфраструктуры и растущему интересу к инновационным решениям. В частности, обсуждается проект в крупном пригороде столицы Индонезии, который активно развивается как промышленный и жилой кластер. Правительство рассматривает проект строительства железной дороги, который соединит пригород Джакарты, Джабабека, с городом. Спланировано, что эта железная дорога будет очень сильно нагружена, потому что население вот этого пригорода Джабабека, оно стремительно растет. И сам по себе этот пригород, он занимает большую площадь. А соответственно, встает вопрос о необходимости организации доставки пассажиров из непосредственно участков этого пригорода к станции железной дороги. И вот здесь струнный транспорт, он действительно рассматривается как приоритетная технология. И именно этому вопросу была посвящена встреча в управлении железных дорог Индонезии. Генеральный директор дал очень высокую оценку нашей технологии и подчеркнул необходимость применения инновационных технологий для решения подобных транспортных задач. В качестве пилотного проекта мы сейчас рассматриваем совместно с управлением железных дорог Индонезии линию, которая соединит один из национальных парков Джакарты со станцией метро. Ученые из России, Беларуси и Кыргызстана побывали в экотехнопарке. Делегация познакомилась с концепцией общепланетарного транспортного средства, струнными технологиями, а также с другими биосферными разработками Анатолия Юницкого. Визит стал закономерным продолжением заседания Научного совета по космосу Международной ассоциации академий наук, которое прошло накануне в Национальной академии наук Беларуси. Визит ученых подтвердил высокий интерес академического сообщества к технологии UST. В ней они увидели решения для интенсивно развивающихся городов, основу для междугородней логистики, а в перспективе и элемент общепланетарного транспортного средства для безракетного освоения космоса. Мы получили много положительных отзывов, хорошую обратную связь и обсудили дальнейшее совместное сотрудничество. Струнный транспорт может стать альтернативой дорогостоящему мосту на Сахалин. По оценкам экспертов, такой мост стоит более триллиона рублей. Технология UST позволяет построить переправу с кратно меньшими затратами. Проект предусматривает строительство двухпутного надземного тоннеля длиной около 8 километров между поселками Погиби и Лазарев с интеграцией в железнодорожную сеть России. Ожидается, что переправа снизит логистические издержки и повысит инвестиционную привлекательность региона. Преднапряженная конструкция, тоннель мембранный, который жесткий, прочный и защищает от внешней среды. И в то же время там есть... Не будет аэродинамического удара при больших скоростях, потому что он как бы дышит тоннель, с боков будут сетки. Вот это все дает уникальность. И низкая цена. Железобетонные традиционные стальные тоннели стоят 100-200 миллионов долларов за километр. Струнная мембранная конструкция будет стоить не более 15 миллионов долларов за километр. Экофест состоится в сентябре в экотехнопарке. Особое внимание на фестивале будет уделено демонстрации инфраструктурных решений и возможностей струнного транспорта. Гости смогут проехать на нескольких видах юнимобилей, узнать больше об адресных проектах компании, пообщаться с генеральным конструктором и другими сотрудниками компании, познакомиться с новейшими разработками и просто отдохнуть.
Да, после 7-летнего перерыва мы вновь открываем двери экотехнопарка для наших гостей. Естественно, будет очень много активностей. Мы хотим рассказать о наших новых адресных проектах, о наших разработках, о том, что мы успели сделать за такой большой перерыв. Будет много активностей, мы дадим очень много информации. И, конечно, еще будет возможность пообщаться неформально с нашими специалистами, с Анатолием Эдуардовичем, просто погулять по территории, посмотреть, как выросли наши сады. Поэтому ждем вас. Мы сейчас активно готовимся. Это был дайджест UST, только самое главное и интересное. Хотите узнать больше? Заходите на наш сайт. Подписывайтесь на YouTube-канал и другие социальные сети, чтобы не пропустить следующий выпуск.